Иногда дополнение пытается просто аккуратно добавить еще немного контента к уже знакомой игре. А иногда оно берет базовую систему, разворачивает ее в новую сторону и при этом остается полностью самостоятельным продуктом. Formaggio как раз такой случай. Это отдельное самостоятельное дополнение к Fromage. В него можно играть как в независимую игру, а можно смешивать с базовой коробкой, комбинируя разные игровые зоны и получая новые сочетания механик. Причем сами правила прямо подчеркивают, что Formaggio можно использовать отдельно или объединять с Fromage, выбирая любую комбинацию из 4 игровых зон. Обзор Fromage на нашем канале уже есть, но если вы вообще не знакомы с этой серией, не страшно. Здесь я все равно коротко объясню, как она устроена, потому что без этого сложно понять, что именно Formaggio меняет и зачем он вообще нужен. Вначале хочу отметить одну интересную деталь, которая лично мне понравилась. В правилах игры есть одна вещь, которая делает из них не просто сухой буклет с фразами и подсчетом очков. В конце там есть еще и вполне тематический бонус. Заметки про разные итальянские сыры, про их вкусовые особенности, а еще рекомендации, с какими винами и даже с какими настольными играми их можно сочетать. То есть авторы явно хотели, чтобы Formaggio ощущалась не просто как абстрактная система про производство сыра, а как игра с очень конкретным гастрономическим настроением. И тут очень кстати вспоминается старая итальянская поговорка «Не говори крестьянину, как хорош сыр с грушами». Смысл у нее примерно в том, что по-настоящему хорошие сочетания – это маленькая ценность, которую не хочется раздавать всем подряд. И Formaggio, честно говоря, очень хорошо попадает в это настроение. Игра про сыр, про сочетания, про вкус к комбинациям и про удовольствие от того, как из нескольких простых действий собирается что-то заметно более изящное. По сюжету и по настроению здесь вы сыродел в солнечной сельской Италии. Вы делаете разные виды сыра, добавляете ресурсы, развиваете свою сыроварню и стараетесь построить хозяйство, которое будет приносить больше всего очков престижа. При этом Formaggio остается игрой на одновременное размещение рабочих. Все игроки одновременно выбирают действия в том секторе поля, который сейчас обращен к вам. А потом все поле поворачивается, сыры продолжают созревать, и на следующем ходу перед каждым игроком оказывается уже новая часть общего механизма. Именно на этом вращении держится весь ритм игры. И вот это как раз основа всей серии. Если совсем коротко, то каждый ход здесь устроен очень элегантно. Сначала вы возвращаете себе рабочих, которые после поворота поля снова оказались лицом к вам. Потом все игроки одновременно выполняют действия на своем текущем секторе. За ход можно один раз сделать сыр и один раз получить ресурсы. Ресурсы получаем здесь, сыры делаем здесь. После этого поле поворачивается на 90 градусов по часовой стрелке и начинается следующий ход. Если говорить о базовых действиях, то первое – это получение ресурсов. Для этого вы отправляете одного своего доступного рабочего в сектор для ресурсов, которые сейчас смотрят на вас. В зависимости от выбранной ячейки берете 1, 2 или 3 ресурса того сектора, куда отправляете своего рабочего. Это могут быть постройки, новые задания, скот или фрукты. И это уже сразу важный выбор. Взять больше сейчас выгодно, но тогда рабочий вернется позже. Например, если я поставлю это вот сюда, то раз прокрутится, два прокрутится, три, и только на третьем ходу этот рабочий снова будет смотреть на меня, и я его заберу себе. Второе базовое действие – производство сыра. Вы кладете жетон сыра на свободное место в текущем секторе, а сверху ставите рабочего нужного типа. В игре есть 3 типа. Это мягкий, твердый и голубой. Кроме типа у каждого места есть еще и возраст сыра. Это бронза, серебро, золото или платина. И именно возраст определяет, сколько ходов рабочий будет недоступен. Более выдержанные сыры обычно ценнее, ну и, соответственно, ждать их придется дольше. На некоторых местах еще нужны фрукты, как вот здесь, например.
Если вы делаете джемы или фруктовые сыры, вам придется потратить ресурс фруктов. Ну вот, например, я беру рабочего, который делает сыр с плесенью. Чтобы поставить его вот сюда, я кладу свою фишку сыра, накрываю это своим рабочим. В данном секторе я забираю себе еще жетон вина. И на этом здесь ход заканчивается. То есть он вернется ко мне через раз, два, через 3 хода. Да, потому что это зона с золотым сыром, более дорогим, выдержанным. В базовой коробке Fromage акцент был на одном наборе игровых пространств. Formaggio уже добавляет свои 4 зоны. Это Банка, Венеция, Виньетто и Региони. И каждый из них считает очки по-своему. Особенно интересно, что эти зоны можно совмещать с Fromage в разных комбинациях. Авторы прямо пишут, что любая комбинация из 4 игровых зон создает свою уникальную партию. А сезоны на центральной плитке ресурсов нужны как раз для того, чтобы структуры из Formaggio корректно работали при смешивании с базовой игрой. Это, по сути, и есть главный смысл коробки. Не просто добавить еще контента, а расширить сам конструктор партии. Отдельно стоит сказать про вино. Потому что это одна из самых запоминающихся новых идей именно Formaggio. В зоне Виньетто, когда вы делаете сыр, вы берете соответствующую винную плитку и добавляете ее слева или справа от уже имеющихся у вас. Переставить их потом нельзя. Вы стараетесь совмещать иконки таким образом, чтобы собрать бутылки красного, белого вина или джокеры. Если собрали джокер, немедленно получайте любой новый ресурс. Венеция дает другой тип удовольствия. Там вы размещаете гондолы. Таким образом, чтобы они касались ваших сыров. То есть, если, например, я положу свой сыр вот сюда и положу свою гондолу вот сюда, то вот эти обе гондолы будут работать на очки именно на этот сыр. В конце считается общее количество гондол, прилегающих к вашим жетонам. Если одна гондола соприкасается сразу с 2 или 3 вашими сырами, она считается несколько раз. Получается более тактическая зона, где важно не просто занять хорошую ячейку, а еще и понимать, как именно потом будет считаться окружение. Банка наоборот. Банка — это банк, сырный банк. Представляете, такое тоже есть. Она, наоборот, выглядит самой сухой и самой головоломной из новых зон. Вы буквально собираете выгодные ряды и столбцы из сыров разного возраста. А платиновые ячейки еще и работают сразу в нескольких столбцах. Это та часть игры, где особенно хочется заранее видеть форму будущей выкладки и просчитывать, как один жетон срабатывает сразу на несколько наборов. Региони более прямолинейное по идее, но не менее интересное по решениям. Вы хотите присутствовать в разных регионах Италии и одновременно занимать города с большим количеством флагов, потому что в конце именно количество регионов, в которых есть ваши сыры, умножается на количество флагов, в которых есть ваши сыры. То есть мало просто расползтись по карте, нужно еще выбирать правильные точки соприкосновения. Теперь про ресурсы, потому что без них здесь ничего не работает. Фрукты позволяют занимать специальные сырные ячейки с джемами и фруктовыми сырами. А в конце еще и приносит очки за умножение одного на другое. Скот дает молоко, а значит возможность делать бонусные сыры без траты рабочего. То есть для того, чтобы сделать сыр, вам нужно выставить рабочего. Скот, который вы накапливаете в процессе игры, позволяет вам делать дополнительные сыры. Это очень сильный инструмент, потому что позволяет в одном ходу сделать больше одного сыра. Заказы дают вам карточки с требованиями к типу и возрасту сыра. Если вы кладете подходящий жетон, вот такой, да, на игровое поле заказ, можно немедленно выполнить и перевести в зону выполненных, вот сюда. Разное количество выполненных заказов в конце игры принесет вам дополнительные победные очки. Постройки, в свою очередь, открывают способности вашей сыроварни и дают дополнительные эффекты или очки. То есть я могу поставить постройку вот сюда и за сброс одного ресурса получить какой-нибудь другой ресурс. Или я могу построить вот здесь, и теперь летом я всегда буду получать дополнительный фрукт. А сезоны у нас подписаны вот здесь. То есть весна, зима, осень и лето. Партия заканчивается, когда кто-то кладет свой последний жетон сыра, все доигрывают текущий ход и считается итог. Игроки получают очки за свои игровые зоны,
За ресурсы, за эффективность хозяйств. Есть еще приятное уточнение. Все жетоны сыра на поле считаются в конце игры, даже если они еще не полностью дозрели, не полностью к вам повернулись. То есть в последнем ходу особенно важно не играть правильно, а играть максимально выгодно из того, что доступно прямо сейчас. По впечатлениям, Formaggio производит очень правильное ощущение самостоятельного дополнения. Это коробка, которая сама по себе уже выглядит полноценной игрой, но при этом еще и расширяет возможности изначальной коробки Fromage. Если базовая игра вам понравилась, то Formaggio дает не просто еще контента, а новые акценты. Больше модульности, другие способы получения очков, другая текстура решений. А если базу вы не пробовали, то начать отсюда тоже можно без ощущения, что вы взяли что-то неполное. Сами правила прямо называют Formaggio Standalone Expansion и отдельно объясняют, как ее совмещать с Fromage. Отдельно понравилось и то, что в коробке есть соло-режим с корпорациями, которые действуют по своим правилам и размещают сыры по картам заводов. То есть Formaggio это не только модуль для смешивания и не только многопользовательская коробка, а еще и дополнительная самостоятельная игра с режимом против системы. В итоге Formaggio выглядит как очень удачное самостоятельное дополнение. Если вам нравится Fromage, то Formaggio выглядит почти обязательным продолжением. А если вы только присматриваетесь к этой серии, то это вполне рабочая точка входа. Просто с пониманием, что перед вами не легкая семейная мелочь, а довольно плотная, расчетливая и очень аккуратно собранная игра про сыр, время, про правильное сочетание, про правильный выбор действия здесь и сейчас. Потому что в начале игра кажется достаточно расслабленной, но чем ближе приближаетесь к концу партии, тем более плотной становится игра, тем более ценное и важное каждое решение, которое вы выполняете. Как и положено хорошему итальянскому блюду, здесь все решают не громкие эффекты, а качество ингредиентов и точность пропорций. А на этом у меня сегодня все. С вами был Дмитрий и канал Geek Media. Играйте в настольные игры. Всего вам хорошего. Пока-пока.